Для того, чтобы заполнить заявку на обучение на сайте образования в России для иностранцев, вам необходимо авторизоваться. Для этого вам необходимо быть на главной странице сайта и нажать кнопку «Войти». На этой странице вам необходимо ввести свои учетные данные, которые вы указывали при регистрации, а именно это адрес электронной почты и также пароль. После ввода этих данных необходимо нажать на кнопку «Войти». После того, как вы успешно авторизуетесь, вас автоматически перенаправят в раздел «Мои заявки». Здесь будут отображаться все заявки, которые вы когда-либо подавали, либо же которые находятся в статусе «Черновик». Для того, чтобы создать заявку, вам необходимо щелкнуть по кнопке «Создать новую заявку». Далее перед нами страница анкета. Здесь необходимо заполнить поля. Также в начале анкеты вы можете прикрепить свою фотографию. Все поля, рядом с которыми указана красная звездочка, обязательны для заполнения. Все поля, рядом с которыми указан синий вопросительный знак, вы можете щелкать на этот символ и получить дополнительную справку касательно данного поля. Некоторые поля имеют возможность выбрать несколько значений для данного поля, а именно, например, гражданство. Некоторые поля имеют возможность выбора чекбокса. В последующих полях в случае необходимости вам нужно заполнить данные. В конце вашей анкеты вы можете добавить контакты представителей. Если же вы имеете несколько представителей, то вам необходимо нажать на кнопку «Добавить представителей» и добавить второго, третьего и так далее. После того, как вы заполнили все поля в анкете, на первом этапе вам необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Дождаться информирования системы о том, что данные успешно сохранены. Необходимо проверить корректность введенных вами данных после сохранения. После того, как вы
Все, проверили. Вам необходимо нажать на кнопку «Далее», чтобы перейти на следующий этап. Далее вы попадаете на страницу заявления. Страницу необходимо заполнить по аналогии со страницей анкета. Выбирайте значение из выпадающего списка. Университетов. Здесь необходимо выбрать название университетов из выпадающего списка и далее среди них проставить приоритет. Сейчас я покажу, как можно проставить приоритет среди университетов в данном списке. Например, университет под номером 4. Он является более предпочтительным для поступления, и его необходимо поставить на первое место. Для этого необходимо щелкнуть на символ 3 полосок и перетащить курсором на первое место до выделения строчки, как на видео. Также необходимо поступить с другими позициями. Владение языками. Здесь необходимо выбрать те языки, которыми вы владеете, и выбрать степень их владения. Важный момент, что в данном списке, чтобы не искать языки, вы можете ввести первую букву данного языка, и он автоматически у вас найдется. Например. Следующий момент. Нужно обязательно выбрать язык русский и указать степень его владения. Олимпиады. Здесь необходимо выбрать олимпиаду, в которой вы выиграли либо достигли какого-либо достижения. Спортивные достижения. Здесь также выбирайте из выпадающего списка нужное достижение и вручную вбивайте само достижение, его год. И также необходимо приложить файл, который подтверждает данное достижение. В конце заявления вы можете указать ссылку на ваше портфолио и добавить иную дополнительную информацию о себе. Обращаю ваше внимание касательно данного поля с ссылкой. Необходимо указать ссылку NOW, указать в формате, который будет указан сейчас на видео. Также имеется чекбокс, который относится к вопросу о платном образовании. В случае необходимости его проставить. После того, как вы заполните заявление, по аналогии с анкетой вам необходимо сохранить информацию, которую вы только что ввели, перепроверить ее корректность. В случае, если вам нужно что-либо скорректировать, нажимайте на кнопку «Редактировать» и вносите изменения. Обязательно нажимайте на кнопку «Сохранить». После проверки введенных данных нажмите на кнопку «Далее» внизу страницы. Вы перейдете на следующий шаг заполнения заявки – это прикрепление документов. На данной странице вам необходимо прикрепить документы к вашей заявке. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо щелкнуть на кнопку «Загрузить файл». Далее нажать на кнопку «Сохранить и закрыть». И так к каждому документу. Также при наведении на синий вопросительный знак рядом с наименованием документа вы получите информативную сноску касательно данного документа. После прикрепления всех необходимых документов вы переходите на страницу «Заявка». Обращаю ваше внимание, если вдруг вы какие-то данные не заполнили, либо не подгрузили соответствующие файлы, у вас об этом будет написано в данном окне.
Если на данном этапе вам понадобилось отредактировать какую-либо информацию в предыдущих этапах, вы можете щелкнуть вверху страницы на соответствующий этап. Тут вносите изменения, где необходимо. Далее обязательно нажимаете на кнопку «Сохранить». И возвращаетесь на тот этап, который вам нужно, то есть на последний, отправка заявки на проверку. После прикрепления всех необходимых документов и заполнения всей необходимой информации, вам нужно распечатать вашу заявку путем нажатия на соответствующую кнопку «Печать заявки». Данный документ вам нужно распечатать. Для этого вам нужно нажать на эту кнопку. После того, как вы распечатаете, вам необходимо будет подписать данное заявление и подгрузить скан данного документа обратно сюда. Путем нажатия на наименование оригинала документа, далее нажать на кнопку «Загрузить файл» и подгрузить соответствующий документ. После этого вы можете отправить вашу заявку. Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить заявку». После того, как вы отправили вашу заявку на обработку, в разделе «Мои заявки» вы увидите статус данной заявки.